Привет, друзья! Сегодня я покажу вам работу, которую я написала в октябре. Возможно, вас что-то вдохновит, а может быть, что-то понравится, и вы захотите приобрести это себе. Итак, начнем. Эта работа такая фантазийная. Я увидела в одном ресторане такую плиточку, правда, она была цветная, но я решила сделать ее голубенькой, чтобы она такой серо-голубой, чтобы она контрастировала с персиками моими любимыми. Вот такая у меня получилась интересная работа. Эта работа по ней записано видео в Ютубе. Это был урок по осеннему пейзажу. Здесь вот такие вот очень красивые переливы, переходы цвета. Написано по-мокрому. Это работа из поездки в Техкадзор. Это город, горный курорт, горнолыжный курорт в Армении. Было очень красиво, и не очень удалось передать такой горный пейзаж, но потом по мотивам, здесь вот кажется, что сливается небо и горы, на самом деле здесь горы, просто они такие близкие по цвету, они на самом деле были очень близкие по цвету. Вот, ну, такая она быстрая, экспрессивная работа, был очень сильный ветер, и я довольно быстро старалась ее выполнять. Но потом вот дома по мотивам, я, к сожалению, вам вот так вот вертикально показываю, потому что вот так она не влезает. Я сделала другую работу, уже такую более спокойную, тут по мотивам, по вдохновению из Техкадзора, с такой золотой осенью, горами цветными, красивым небом. И по ней я потом напечатала закладки. Они сейчас есть в некоторых магазинах в Ереване. Вот, но их можно заказать по почте. Тоже они сделаны из такого. Это ламинированная бумага, такой матовой ламинации, они очень приятные, мягенькие на ощупь. Вот. Эту работу я писала с помощью красок Огневской палитры, акварели из серии дымки. Она вся такая гранулирующая. Здесь есть 3 цвета. Подобный урок тоже есть у меня на Ютубе в открытом доступе. Это экспериментальная работа. Я брала восковые мелки. Здесь обычная тонкая офисная бумага. Она протерта восковыми мелками. Через, в общем, там под бумагой были подложены листочки, какие-то разные текстуры, там каменная плитка. В общем, она дала такие текстуры. Потом я красила это акварелью. И в итоге у меня получился вот такой вот интересный пейзаж. Это практически с натуры. Ну, то есть, как бы с натуры там немножко опущенные детали, в силу того, что в коллаже не хочется все воплощать. Но очень классная техника. Я сейчас вдохновилась очень этим. Здесь, наверное, где-то вставлю фотографию, как это было. Это в тот же день. Здесь я уже использовала, кроме вот таких моих разноцветных текстурных, вот такие, где тут восковые мелки и акварель, я использовала странички из старой армянской книжки. Не спрашивайте меня, о чем эта книга, я не знаю. Я его просто купила в каком-то букинистическом магазине, где продают старые книги. Вот, это тоже с натуры, в том же месте, буквально это вот 2 работы, они в одном месте, одна в одну сторону, другая вот в другую сторону. Это работы с марафоном, вот такие небольшие на листе А4. Мы рисовали облака, если еще не смотрели, смотрите. Они есть в плейлисте «Облака акварелью». Здесь очень красивые такие получились, прям близко хочется показать. Немножко свет, может быть, не очень хороший. Очень красивые получились облака, такие ажурные, светящиеся, знаете, когда солнышко за них попадает. Это тоже с того же марафона. Здесь уже такие более воздушные облака, здесь нет четких границ и такая воздушная текстура у облаков. Но тоже по мотивам Техкадзора. Это я писала по своей фотографии из Техкадзора. Там такие красивые горы. Это тоже с марафона. Облака акварелью. Здесь уже грозовое небо. Видео тоже либо уже вышло, когда вы смотрите это видео. В общем, в среду оно выйдет, или уже вышло, не знаю, когда вы это смотрите. Вот здесь тоже такая динамичные маски кисти, очень интересная техника, она такая экспромтная. Здесь нужно играть с бумагой. Если интересно, тоже найдите это видео, оно есть у меня на канале. Это мои любимые персики. Возможно, вы видели Reels. С этим видео я объясняла, как писать рефлексы. Такой маленький шортс, короткое видео. Я прям реклама моего канала. Ну, имею право, я на своем канале. Вот, очень такие красивые яркие персики. Это 26 на 36 сантиметров. Уже формат такой для меня более привычный, но я решила в этот раз немного на 4 работала. Это тоже моя любимая тема. Персики в разных ситуациях. У меня уже есть одна такая работа в горах. Она была продана, она уже уехала в Москву к своему хозяину. Эта работа чуть-чуть отличается. Здесь я подвинула персики, так что было еще больше глубины, чтобы такая прям динамика чувствовалась, уходящая назад. И здесь более яркие цвета использовала. Мне хотелось больше еще больше контрастности. Прям мне хочется ярких цветов. Это работа с урока. Мы писали осенний пейзаж, осеннюю солнечную улицу. Здесь мы отрабатывали яркий солнечный свет, вот он такой очень светлый пейзаж, как будто даже немножко засвеченный. Ну, такая и была задача, то есть у нас в последнее время вот мы с учениками разбираем тему света, тему яркого света разного, и вот эта работа тоже из этой серии. Здесь уже мы писали искусственный свет, тоже довольно яркий свет софитов, с такими прям тут жесткие прям тени, но тут задача была еще проработать задний план, для того, чтобы с одной стороны у нас вокруг мгла, тьма, вокруг нашего музыканта, а с другой стороны нужно все-таки, чтобы там что-то читалось, какой-то был объем. Вот эти 2 работы, уроки по ним есть на Бусти и Патреоне, они доступны для моих подписчиков, так что если вам интересна тема света и вы хотите ее подробнее для себя понять, изучить, подписывайтесь, смотрите, или можно напрямую через мой сайт тоже получить доступ и смотреть эти уроки. Это еще 2 работы, они у меня попали в другую папку, тоже работа из серии «Персики в ситуации». Здесь уже такой городской пейзаж, это по мотивам таких старых районов Еревана, где такая хаотичная немножко сумасшедшая застройка, когда дома друг на дружку громоздятся. Она такая импрессионистическая работа, здесь вот прям практически синее дерево у меня получилось, мне очень нравится это, что я становлюсь смелее в цветах, я себя хвалю сама за это. Очень красиво здесь вот тоже переходы цвета, не знаю, передает ли камера, они такие тут сине-красные, прям получились плиточки, очень хорошо получилось передать атмосферу. И это у нас тоже был урок. Здесь контражурный свет идет сзади, вот в октябре, как написать золотую осень. Вот у нас был такой пейзаж, он тоже есть в доступе в Бусти и Патреоне, или через мой сайт можно получить доступ к нему и посмотреть этот урок.
Еще у меня радостное событие. Я напечатала открытки ну, вот закладки я вам уже показывала. Вот, открытки тут я выбирала работы разных периодов. Здесь вот есть Насевание монастырь святых апостолов, он называется. Это тоже с натуры написанный такой блаженный рынок. Это персики очень многим понравились. Я их тоже напечатала. Вообще старалась печатать такие с армянскими видами, чтобы они такие туристические открытки, да, больше на туристов ориентированы. Но вот некоторые прям вот эти персики меня просили напечатать. Вот эта картина уже продана, но я продолжаю печатать с нее открытки. Уже очень она тоже многим нравится. Это старая работа, еще даже прошлогодняя. Вот эти вот 2 прошлогодние работы, они у меня были на выставках. Но вот тоже я пользуются популярностью. Я уже 2-й раз их печатаю. Вот эту вот новенькую работу напечатала. Вот она очень тоже хорошая цвета, получается. Свет немножко. Ну, красиво она ярко напечатана. Это тоже довольно старая работа. В период новогодних праздников я писала такие Ереванскую улицу. Вот. Это тоже пленерная работа. Это монастырь Хоргора. Этим летом было написано. Вот. Ну и вроде бы все показала. Да, дальше уже начались повторы. Открытки можно заказывать. Пишите мне, если хотите, я отправлю почтой в любое место. Стоимость тоже есть на сайте. Вот. Ну, а если вам что-то понравилось, или остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду вам благодарна за ваши лайки и подписки. Это меня очень поддерживает. Если у вас есть возможность поддержать материально, или вы хотите вообще приобрести какие-то работы, заходите на сайт или подписывайтесь на Boosty и Patreon. Буду рада новым подписчикам. Спасибо вам за внимание. До встречи в следующих видео. Пока-пока.